Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 19 января 2025. И, в общем-то, это первое видео в этом году, с чем я вас и поздравляю. Ну, я имею в виду, поздравляю вас с наступившим уже 2025 годом. Я, продолжаю заниматься подготовкой к мотопутешествию, и я тут уже кое-что сделал. Вот сейчас я вам это все покажу. Вот видите, установлен здесь кофр, да, центральный, вот, и, соответственно, установлена вот эта площадка и вот с оригинальным таким вот багажничком. Дело все в том, что когда я применяю сумки свои, да, вот сумки Крига или Крига, по-моему, правильно, вот, то мне необходимо снять вот этот вот багажник, да, соответственно, исчезает вот эта вот рукоятка, да, которая очень удобная, и ее просто не хватает. Вот, и я кое-что придумал. Сейчас я сниму кофр, открутим багажник, и я вам покажу. Я, кстати, вот сделал, тоже всем советую. Ну, обычно вот в Хорнбахе у нас в строительном магазине вот такие штуки я купил. Буквально тут 4 болта, откручиваем и вот и все. Вот сейчас эти резиночки я сниму, поставлю их на место. Так, вот, все. Так, ну вот, собственно, вот так это все выглядит, да. Вот, и, естественно, здесь нет никакой рукоятки, чтобы я мог здесь вот захватить рукой и как-то там даже поставить на центральную подножку мотоцикл, да. Вот здесь, ну, соответственно, стоит сиденье. И я придумал вот такую штуку. Так. Ну как вам? То есть сначала у меня была только вот эта вот, без вот этих вот красных крюков, да, вот. И сумку я цеплял вот здесь, то есть получается базу вот эту на сиденье я цеплял, вот, и здесь, и все. Но вот этой рукоятки не хватало. И я там уже пытался сделать здесь такой вот бюгель, как-то что-то где-то закрепить, думал вот отсюда вывести, здесь сварить, вот. Но потом немножко покумекал, походил по магазинам, я имею в виду вот хозяйственном магазине, и увидел вот эту алюминиевую. Мне не хотелось как-то утяжелять эту конструкцию, сделать максимально просто, и чтобы это был максимально легкий вес, да. Вот, и это все алюминий полностью, это алюминий, вот эти вот кронштейны такие туги, тоже алюминиевые. Поэтому мы сейчас где-то все прикрутим на место, и получается вот такие грифы чтобы захватить. Ну а здесь вот можно цепляется сумка, вот за эти клеммы, здесь цепляется база, а это рукоятки захватывать мотоцикл. Сейчас мы это все поставим, прикручу и посмотрим, как оно выглядит в реальности. По-моему, очень удобно. Вот, хоп, вот такой хват. Вот здесь, в случае там мотоцикл перекатить с этой стороны, хоть с этой стороны, сдвинуть его в сторону. Вот. Я, конечно, не хочу сказать, что это прям железобетонно крепко. Понятно, что здесь, ну, этот алюминиевый профиль можно согнуть, если уж сильно приложить усилия. Вот. Но, по крайней мере, там взять мотоцикл, поставить на центральную подножку, перекатить в сторону, там, даже вот так вот, даже поднять его, я думаю, что это достаточно. Вот здесь петельки остались, вот они, но их я могу перенести или вот сюда крепление сделаю, или
у меня есть еще другие петли, может повыше. Это уже буду смотреть, как с сумками. Сумку сюда, когда установлю, и тогда посмотрим, как удобнее будет их разместить. Сейчас закрываем седло. Так. О, плотненько задвинулось. И вот такой вот внешне закончил. Как вам? Все отлично. Мне нравится, мне очень нравится. Ничего не гремит, не шатается. Все достаточно прочно. Вот, поэтому вот они, рукояточки. Так, взял. Да, может быть, можно было чуть пожестче, но я думаю, что самое главное, вот база здесь крепиться будет жестко. Вот один хомут, вот второй здесь сидеть. Здесь все равно будет сумка, она будет, так, может быть, здесь чуть-чуть касаться, и по крайней мере будет возможность как-то там мотоцикл сдвинуть, там, передвинуть. Вот. Обычно или за сумку так хватаешь, или тут, ну тут тоже не очень удобно. Вот, поэтому сейчас, значит, я еще прикупил вот такую штуку, вот, контакт, и вот такой, значит, этот раннинг, как он назвать, ну, чтобы смыть вот этот, для замка зажигания. У меня замок зажигания, вот я последнюю поездку поехал, вот на Новый год как раз 31 числа, и у меня он включается хорошо, легко, но бывало так, что включишь он так, раз, как бы контакт плохой и потух. А так как было сильно холодно и сыро, я включил, поехал, включил подогрев рукояток, и, видать, ну, так как нагрузка, значит, пошла на рукоятки, и у меня хоп, и потух, полностью потух двигатель на какую-то секунду. Но я повернул ключ зажигания, шевельнул, он опять включился, все это самое, все заработало. Я думаю, что нужно было его помыть. Вот помыть вот этим контактом, он сейчас освежит все эти самые химии, и потом вот смою всю эту, значит, всякую каку, и я думаю, что будет хорошо работать. Сейчас у меня нет аккумулятора, я аккумулятор снял, он у меня дома, поэтому его удобно вот таким макаром. Надеюсь, что тут даже вон там снизу вытекло. Я туда набухал шпрея этого. Вот, так что вот так вот, друзья. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Времени у нас осталось мало. Это действительно так. Я имею в виду у нас, что у всего человечества. Сейчас, наверное, только ленивый не говорит о так называемом искусственном интеллекте, который захватит все наше человечество. И мы даже вот совсем недавно я тут интересовался этой темой. Ну, есть такой человек, Сэм Альтман, да, вот он был генеральным директором как раз вот по созданию вот этого чат GPT, так называемого чата GPT, в общем, его компания. Так вот он сказал, что сингулярность, да, это вот этот как раз процесс, ну, необратимый процесс, начнется в 2025 году, друзья. Вот. А он, чувак этот в теме, поэтому я думаю, что времени у нас осталось не так уж и много для наших мотопутешествий. Для спокойных, интересных. Вот. Ну и вообще, сами понимаете, сейчас сегодня проснулся здоровый, а завтра раз и готовый. Вот. Так что, вот. Ну, в общем, я думаю, что когда у нас будет время, может, мы поговорим об этом. Вот. Маршрут я уже практически составил, и, в общем-то, все. Как только установится более-менее теплая погода, начнем ездить, вот, и тогда можно немножко пообщаться. И, собственно говоря, мотоцикл у меня практически готов, нужно только поменять масло и, в общем, воздушные фильтры я обслужу, и все. Да, и, короче, разобраться с переднюю камеру я поменяю и заднюю покрышку поменяю. И все, и отправимся с вами в новое мотопутешествие. Все, всем удачи, любви, радости, пока.